Так, мы открыли клубнику. И сейчас я буду приводить ее в порядок. Но вот удивительная вещь. Тут у меня проросла петрушка. И вот, клубника. Чего она здесь? Ну ладно. И вот, как бы, наверное, это лук. Но я, честно говоря, не помню, я садила лук или нет, или откуда он взялся. И что мне теперь с ним делать. А тут вон. А тут лук. Лук и клубника. И что теперь как? Что-то я не помню, садила я или нет. А может, это не лук? Что это у меня? Рядками, смотрите. Что это? Рядок. Ой, непонятно. Он чесночок стоит, что не очень веселый. Ну, может повеселиться еще. Короче, сейчас приведу в порядок клубнику. А тут я садила по осени цветочки, смотрите. И вот тут это тюльпаны. А вот какие интересные. Не знаю, что это за цветочки. Наверное, это те, которые мне мама давала, я так думаю. Ну, в общем, какие-то красивые цветочки. 3 штучки. Вроде бы. Ну, может, там где-то еще дальше. Там вон уже муж выкопал ямки для малина, ежевика, малина. Вот. Там вон петушки. Ну, если мы купим черную смородину, то петушки оттуда переедут. Там вон муж уже посадил одну вишню. Вот у нас черешня. Здесь будет вишня и здесь будет вишня, потому что они красиво цветут. А вот тут мы ставим летом столик, и будет такой тенечек. Вот вишня первая посажена. Вот. Вот так. Я вам хочу сказать, из-за того, что вот лес, да, ну, природа, это все прекрасно. Только вот сколько листьев с дуба нападало. Это сейчас все надо убирать. И эти листья везде, вот. Везде надо убирать эти листья. Потому что, ну, видите, тут листьев нет, оно красиво. А вот там вот все валяется в листьях ужасно. И, ну, там вообще объем работы сумасшедший. А вот это все надо будет загребать и убирать эти листья и засевать новую траву, чтобы зелененькая была. Ну, пока муж там деревья садит. А я тут сейчас с клубникой разгребусь. Вон у меня такая модная сумочка для листьев. И буду клубнику делать. Обрезать плохие листики, хорошие оставлять. И вот эти все желтые убирать. И чуть-чуть, наверное, подпушу землю. Не знаю, буду сегодня поливать или нет. Нам воду еще не включили, воды нету. Вот, ни поливной, ни питьевой. Ну, короче, посмотрим. Ладно, я за работу. Потом покажу, что у меня получилось. Ну, вот как-то так у меня получилось. Здесь убрала все листья. На дорожке убрала. Это я садила осенью тюльпаны. Вот эти всякие разные цветочки. Вот это вот я не знаю, что вот это. Какой-то рядок чего-то у меня тут пророс. Ой, это моя перчатка. Не знаю, что это такое. В общем, убрала здесь. И вот клубнику почистила. Плохие листья поубирала. Так, подгребла немножечко. Не знаю, мне кажется, я лук, наверное, садила и забыла. У меня такое ощущение, что я забыла, наверное, я его посадила. Ну, вот здесь подмела немножко. Это чеснок. Тут чуть-чуть. Это еще надо посадить кусты. Собрала листья. Вот здесь вот красоту сделала это. Эти, как они называются? Собачки или петушки. Бабушка все такие росли. Вот тут вот эту бочку хочу убрать и сделать здесь террасу. Вот. Ну, вот так вот немножечко порядок уже. На что-то похоже. Хочу сейчас листья подгребать вот эти с травы, чтобы красиво было. Потому что траву надо засеять. А листья некрасиво и мешают. Сейчас пойду подгребать. Там вот это еще. Ой, сейчас возьму. Возьму нашу супер штуку. Вот тут еще надо вот там в углу повыгребать листья. Ну, сейчас немножечко пройдусь, но тут, наверное, тяжело будет. Потому что тут какая-то присыпка на земле. Ну, типа, то ли тырса, то ли какие-то кусочки дерева.
Ну, чтобы влага быстро не уходила, я так понимаю. Но все равно надо эти листья подбирать. Ветер сегодня страшный. Погода вообще, конечно. Все деревья надо как-то палочками все-таки закрепить. То дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Это не целый день такой. Ладно, все показала. Видите, муж это уже деревья посадил. Это вишня, и то вишня. Вот здесь мы, вот это черешня. Тут мы ставим летом стол. И от черешни тенечек. И здесь прохлада и хорошо сидеть летом. Теперь будет такой как мини-садик. Сад. Да, Чарлик? Собака гуляет. Гавкает тут на всех подряд. Ладно, пошла я работать. Хорошо с вами разговаривать, но работать надо. Достала из подвала все горшки с цветами. Сейчас вот это все посрезаю прям под самую землю. Не знаю, кто из них многолетний, кто из них однолетний. В общем, воды нету поливать. Я их вот там, наверное, вдоль забора поставлю. Или где-то вот тут. Не знаю, где-то поставлю на улице. Будет дождь, польет. Что прорастет, хорошо. Что не прорастет, значит, будем в них засаживать новые цветы. Ну, горшкам-то не пропадать. Правильно? Сейчас вот это все обрежу, чтобы было... Или уже новые пошли, или уже просто выбросить и посадить потом другие цветы. Вот так горшки поставила. Не знаю, посмотрим, что там будет. С них толк не будет. Листья чуть-чуть тут прогребала, поубирала. Вот тот куст мы пересадили. Он был возле веранды. Он мне там не нужен. Вообще непонятно, что это. Вон какие-то прорастают. Тут все, что веселое, это две такие типа елки. И рододендрон. Будет цвести, обязательно покажу. Ого, ничего себе, туча заходит. Надо быстрее садить редиску. А то не успею. Как раз дождик прольет. У меня тут редиска, морковка, базилик и петрушка. Сейчас быстренько посадим. Пока дождь не начался. Смотрите, какая туча. Ух. Ну что, друзья, мы уже будем собираться уезжать. Муж поставил прорастить виноград. Хочет вот там вдоль забора посадить. Так. Что я тут? Я тут повыставляла горшки. Пусть пока стоят. Непонятно, там в них цветы живые или нет. В общем, приеду в следующий раз посмотрю. Чуть-чуть тут разгребла. Тут теперь у нас вишня. Тут мы ставим стол летом. Тут от черешни, я уже говорила, тень. И сидим иногда здесь. Так, еще одна вишня. Вынесли шезлонги. Траву еще не успели убрать. Я тут прочистила свои цветы. Думаю, еще рядок вот тут вот под заборчиком. Еще рядок в следующий раз посажу цветов. Тут непонятно, что это. Лук, наверное. Я посеяла и забыла про него. Привела в порядок. Дорожку почистила. Клубнику в порядок привела. Тут посадили малину, ну так, чтобы тут куст был. Тут ежевика, тут еще одна малина. Это у меня чесночок. Я думаю, между чесночком я еще посажу, наверное, какую-то зелень. Потому что что-то он жирненько растет, этот чесночок. Тут дорожки я прометала. Это у меня эти, как они называются, цветочки, пионы. Не пионы. Петушки. Это было посажено до меня. Я смотрю, они так хорошо растут, пока их трогать не буду. Но если купим мы черную смородину, то придется половинку пересадить, посадить сюда черную смородину. Эту бочку отсюда будем убирать, сделаем террасу. Но это в следующий раз возможно. Уже в этот раз нет. Тут все попрометала. Тут листья еще остались. Тут посадила редиску, морковку, петрушку. Базилик потеряла. Посажу в следующий раз. Так, тут в цветнике чуть-чуть порядок наводила. Тут немножко разгребла цветок. Вот вам красоты. Так, вот посадили плетущуюся розу, чтобы она вот сюда плелась, на вот этот столб. Это я цветы садила осенью, не знаю, что это за цветок. Вот здесь посадила тоже, она такая большая, будет где-то 2 метра роза. Вот, и вот этот не знаю, но оставили это дерево, пусть стоит, оно такое вроде симпатичное. И вот здесь у меня был куст, мы его выкопали и пересадили вот туда, в сад, как я называю, сад странных растений.
Вот там он теперь. Вон там в углу. Вот, а здесь посадили плетущуюся розу, чтобы она тоже вот сюда вот на беседку вот плелась. Так, тут была одинокая яблоня, теперь здесь слива. За яблоней груша. И вот тут, где персик, посадили ему друга еще одного персика. Вот. Ой, сейчас калитку открою. Так, калиточка у нас тут. Тут чуть-чуть разгребла цветочки, чуть-чуть порядок навела. Эти уже готовы тоже цвести. Вот этот какой-то странный цветок, не знаю, его проредила немножко. Это я осенью садила, странные тюльпаны. Тут будут помидоры, огурцы. Вот, это старая яблоня. А это тоже черешня, мы ее пересадили осенью. Ну, вот как бы все. Вот, у меня минус 2 ногтя по итогу работы. Так что в городе мне будет чем заниматься. Вот такая вот у нас итоговая работа. Не посадили только черную смородину и шиповник. Но я попробую найти, может быть, найду в следующий раз. И на следующей неделе буду уже закладывать, замачивать семена помидор. И там, не знаю, в городе у меня еще перец. Привезем в следующий раз перец. Я думаю, уже мы через 2 недели приедем. Я думаю, что он за 2 недели уже подымется, что его можно будет садить. Вопрос, куда, земли не очень много, ну, будем что-то думать. Ой, ладно, не буду закрывать, мы скоро будем уходить уже. Вот так, так вот, что успели, то успели. Уже надо возвращаться в город. Нашла в ящике проросший лук, позасовывала луковицы. На следующий раз приедем, будет зеленый лук. А не будет, так все равно он уже... Ой, пророс. Никуда он не годится. Может и прихватится. Присадила чуть-чуть. Будет на следующий раз, когда приедем, уже будет зелень. Виноград. Это муж обрезал веточки винограда. У нас возле веранды, я показывала, кто смотрел мои летние влоги про дачу, видел виноград. Вот он их обрезал, потом 5 почечек по высоте. Потом прикопал их в земле на зиму. Это мы сейчас их выкопали из земли и поставили в воду прорастить, чтобы он пустил корни. Когда он пустит корни, мы посадим вот там вдоль забора, где стоят шезлонги. И будет там тоже виноград. Все, мы уезжаем в город. Веранду приготовили уже к дачному сезону. Ну, конечно, работы еще много. Все, поехали. Чалик, домой. Чарли, ко мне. Тихо! Беги, беги, беги. Куда пошел? А видишь, ему нравится. Это столько яиц надо купить, чтобы столько навешать. Ну, как раз купил и вешай каждый год, да? Или каждый год подкупают по распродаже, когда Пасха проходит. Ну все, мы едем уже домой.
Погода 2 дня была, конечно, интересная. То выходило солнце, то был дождь, то солнце, то дождь. Даже один раз пошел град. Но главное, что все, что мы запланировали, мы сделали, посадили. И, конечно, там еще много работы. Но погода не очень, и времени тоже не осталось. Надо ехать уже в город, мужу на работу, детям в школу. Выходные заканчиваются, начинаются обычные будни. Но ничего, все еще успеем. У меня еще там рассаду надо делать. В общем, все буду показывать, рассказывать. Но вот так вот проскочили быстренько выходные. Вот, главное, что все посадили. Ну, а остальное, и главное, чтобы они теперь все деревья и кусты принялись и радовали своим урожаем, а розы радовали своим цветением. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы в этом году уже розы зацвели. Ну все, друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайк. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Пишите комментарии. Я всегда отвечаю и очень люблю читать ваши комментарии. Ну, на этом все. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока!